сегодня действительно, говоря о курорте Сочи, нужно на самом деле сказать, что новый город и действительно новые возможности. Они эти возможности во всем. Вообще, скажем, Олимпийские игры для города Сочи, это прежде всего даже, наверное, не столько сами спортивные соревнования, как возможность привести инфраструктуру и логистику города к тому, чтобы действительно город был конкурентоспособным международным курортом. Мы всегда город Сочи и в советское время, и в Новой России называли международным курортом и главной курортной столицей России. Но, если откровенно сказать, он таковым не был. Потому что застарелые проблемы энергетики, застарелые проблемы логистики, а вернее даже транспортные коллапсы. И самое главное, что услуги курорта, они, конечно же, не отвечали требованиям международного курорта. И само-то понимание, курортный сезон, хороший он или плохой, сводилось к тому, что если будет жаркое лето в России, да, то будет хороший сезон и в Сочи. Потому что будет жара, соберутся, значит, туристы, обязательно к нам приедут. И город из-за этого практически жил 3-4 месяцами в лучшем случае. Из-за этого адекватность ценообразования назвать нормальным было невозможно. Потому что с учетом того, что вот 3 месяца, и если я за эти 3 месяца, значит, хорошо заработаю, то остальные, значит, 9 месяцев тоже хорошо проживу. Вот те возможности, которые сегодня у нашего курорта появились, они, конечно, колоссальны. Но перво-наперво мы уже начиная с 2014 года по 2020 год планируем событиями туристическую деятельность в городе Сочи. То есть мы знаем, что начиная с 2014 года первое событие – это Олимпийские и Паралимпийские игры, которые начнутся 7 февраля и закончатся 15 марта. Но мы знаем, что приедут туристы уже не 7 февраля, а приедут и туристы, и участники соревнований уже в январе месяце, и знаем, что уедут они, значит, к концу марта. И таким образом мы понимаем, что 450 тысяч туристов мы должны разместить в наших гостиницах. И это полная заполняемость всего Большого Сочи. Следующее событие начинается у нас в ноябре месяце, тоже международное. Это этапы Формулы-1. И мы тоже понимаем, что этап Формулы-1 начинается в ноябре месяце и закончится 15 значит, ноября. И мы понимаем, что 350 тысяч туристов приедут в город Сочи для того, чтобы посмотреть этапы Формулы-1. Формула-1 у нас будет проходить 6 лет подряд. Далее мы понимаем, что чемпионат мира это тоже международный, чемпионат мира по футболу это тоже международное событие, в 2018 году, и мы тоже планируем. Далее мы понимаем, что та инфраструктура, которая сегодня построена, она дает возможность уже в 2014 году иметь хороший выставочный центр, потому что сам Олимпийский парк, который сегодня уже практически построен, и тестовые соревнования в ноябре месяце уже будут проходить в Олимпийском парке, то есть в Ледовых дворцах. Мы знаем, что некоторые ледовые дворцы, они после Олимпиады будут иметь послеолимпийское наследие, не связанное со спортом. Например, центр конькобежного спорта, он превращается в выставочный центр. И уже сегодня это собственность администрации Краснодарского края, потому что при строительстве Ледового дворца, центра конькобежного спорта, значит, администрация Краснодарского края была инвестором этого объекта, и после Олимпийских игр она продолжит быть хозяином этого объекта. И уже сегодня 8 выставок, в том числе международных, которые будут привлекать, значит, порядка 10 тысяч туристов на выставку, мы планируем. Далее планируем праздник света, значит, вместе с компанией Felix планируем проведение, значит, ежегодное проведение международного праздника света с компанией Philips. И планируем в 2016 году провести Всемирный фестиваль фольклора. Это тоже привлекает 20 тысяч. И таким образом, как вы понимаете, событиями международного, федерального, республиканского значения, а также территориального и городского масштаба мы планируем уже полностью
заполнять наши отели, гостиницы до 2020 года. Город впервые мог себе позволить заговорить о планировании и заговорить о том, что наш курорт будет круглогодичным. Откровенно говоря, мы уже с 2011 года являемся круглогодичным курортом, но пока наши возможности ограничены. В чем? Почему я назвал, что мы имеем возможность круглогодичного курорта? Мы таковыми и есть сегодня, потому что у нас появились 3 новых горнолыжных курортов, которых у нас никогда в Сочи не было. Вот. И в 2011 году все эти 3 горнолыжных курорта работали уже. Но такие курорты, как Лаура, вы знаете, курорт горнолыжный, курорт Роза Хутор, который с 2011 года приступил к работе, и курорт Горная Карусель. Я, говоря о том, что у нас такие возможности появились, должен все-таки вернуться к теме новый город, новые возможности и сказать, что вспомним аэропорт, который был до 2010 года. Да? Это унизительный аэропорт. Ну и вспомним наши услуги. Прилетел человек, кое-как его завезли в этот временно построенный в 1938 году аэровокзал, вот, и без всяких услуг, и после этого, значит, кое-как он там получил багаж, выходит, и тут ребята с большими усами кричат: ты со мной поехали, ты со мной поедешь. Вот, организации логистики практически не существовало. Что сегодня в этом плане? Какие возможности? Ну, во-первых, новый аэровокзальный комплекс очень удобный. Сегодня любой турист, который прибывает к нам в город, ему не надо искать, значит, возможность, как добраться, снять такси, потому что уже построен и введен в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал, аэропорт. То есть он находится прямо в здании аэропорта, то есть стыкуется со зданием аэропорта. Это значит, что человек, который прилетел, он спокойно, получив багаж, вот, переходит в ЖД вокзал и, значит, садится на электричку, которая сейчас уже, начиная с 15 февраля, уже работает. 4 рейса сейчас. Ну, естественно, что в летний сезон мы сделаем их в достаточно большом количестве, чтобы любой приезжающий к нам спокойно мог добраться до железнодорожного вокзала Сочи. Пока Сочи. Возможно, к середине сезона будет аэропорт Сочи-Лазаревка. К чему мы очень стремимся. Вообще говоря сегодня о железнодорожном транспорте, я могу похвастаться и сказать, что у нас в России появляется единственный город, где железнодорожный транспорт является городским транспортом. Потому что сегодня по Большому Сочи везде есть проложенный второй путь железной дороги для электричек. У нас главным транспортно-логистическим центром становится Адлер, а именно туда приходят электрички с аэропорта, туда будут приходить электрички с Красной Поляны, Эстосадка, это горнолыжные курорты, туда будут приходить с Олимпийского парка, и туда из Туапсе. Вот весь Большой Сочи вместе с Туапсе будет доступен жителям этих районов именно в железнодорожном плане. И это очень уникальные возможности нашего курорта. То есть наряду с тем, что мы уже как бы реализуем, и в этом году, в сезон 2012 года наши туристы это ощутят. То есть мы реализуем правильную транспортно-логистическую схему. Вот я уже сказал о железнодорожном транспорте, доступности, и говорю о следующем, что параллельно курортному проспекту, единственной дороге, по которой сегодня осуществляется доставка наших пассажиров, но параллельно этой дороге, курортный проспект, строится, и уже в этом году до сезона будет введено 3 дороги. Первая дорога — обход города Сочи, по которой, значит, предположительно, что будет двигаться транспорт на Абхазию, на Красную Поляну и на Адлер. Другая дорога — это Донская, транспортное кольцо, Краснодарское кольцо с выходом на Пластунскую, потом с выходом по всему Хостинскому району, эта дорога, с выходом на стадион, на транспортную развязку стадион. Предположительно, что эта дорога уже в этом году будет использоваться для транспорта, который движется в населенные пункты Хостинского района. Ну и, конечно, к
в этом году не будет запущена в полном объеме дорога дублер курортного проспекта, но первая очередь от Спутника до реки Сочи будет эта дорога уже введена в эксплуатацию в этом году. У нас получает развитие и морской транспорт. И надо сказать, что строится 8 портопунктов. В сезон этого года будут уже работать портопункты Лазаревка, Адлер, Сочи и Дагомыс. 4. Остальные еще 4 будут достраиваться. Те объекты размещения, которые раньше принимали гостей по принципу «никуда вы не денетесь, приедете, мы вас, если не накормим, то напоим, и вы все забудете», оно уходит в прошлое. Мы реально понимаем, что услуги других конкурентов наших, Турции, Италии, Испании, они значительно были выше. Вот сегодня, благодаря принятой обязательной государственной классификации, а это для города Сочи принято, у нас новые отели появляются с хорошими, правда, международными управляющими компаниями, которые также показывают мастер-класс для существующих отелей, гостевых домиков. Но еще и сама классификация, которая заставляет, по сути дела, наших хозяевов объектов размещения их приводить к тому, чтобы они были достойны. И поэтому классификация вся закончится до конца июня месяца. И поэтому все объекты размещения, они будут достойные. И естественно, если это 3 звезды, то услуги будут на 3 звезды. И цены ничем не будут отличаться от международных цен. То есть, если это 3, вот такая цена. Она должна быть адекватна той цене, которая есть для 3 звезд в Турции, в Испании или Италии. Город Сочи, город контрастов. И удивительно то, что уже в апреле месяце можно купаться в теплом Черном море в Адлере и видеть заснеженные вершины гор, где катаются сегодня лыжники. До сегодняшнего дня горнолыжные курорты Красной Поляны принимают лыжников, и они там катаются. Надеемся, что и вы сможете в этом убедиться, посмотреть с Черного моря, теплого уже, прогретого. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать в город Сочи. Спасибо.